Вот я, дурачок, выпил перед записью видео кофе. Угу. Сейчас меня все время рот сушит. Заебись. Привет, народ, с вами Василий, вы на канале Hugeek. Был, значит, у Xiaomi такой смартфон, назывался Redmi Note 8 Pro. Он был самым лучшим в своем сегменте, и как только Xiaomi его выпустили, все обзорщики такие: вау, Mediatek, и так хорошо работает. Первый нормальный Xiaomi в моем представлении, потому что он не лагает. Такое ощущение, что я попользовался Google Pixel 2 XL, и я этот смартфон нарекаю лучшим до 20 тысяч рублей. Телефон крайне быстро работает в целом. Ни фризов, ни глюков. Это впервые в моей практике вышел новый Xiaomi. К тому же еще на медиатеке, и он не тормозит, не глючит. Очень странно. Ну вот прям постарались там инженеры-то, видимо. И даже я, взяв себе в руки Redmi Note 8 Pro, я удивился, когда смахиваешь приложение, переключаешься, заходишь в настройки, все отрисовывается очень плавно. То ли за счет процессора, то ли за счет того, что MIUI оптимизировали под Mediatek, чтобы их не засрали, потому что до этого Mediatek не особенно любили ставить в смартфоны, и его много советовали даже в 2020 году. Но с момента выхода уже прошло почти 2 года, и нужно найти хоть какую-то ему замену. И я нашел эту замену. Xiaomi Mi Note 10 Lite. Сегодня будет обзор субфлагмана 2020 года. Не, ну ты чё, ну надо разыграть. Конечно, да, в 2021 году ходить с телефоном 2020 года. Гениальная идея, почему никто не додумался? Такой себе, но он и в наше время поддает жару. Краткий тест Mi Note 10 Lite, конечно, без всяких задротских тестов. Это не распаковка, снятая на коленках за 15 минут. Мы поймем, зачем он нужен. С вами Василий, вы на канале Hugeek. Начинаем. Первое, с чего я начну, это главный козырь в рукаве по сравнению с другими телефонами. Это его корпус. Когда держишь Mi Note 10 Lite, ты не ощущаешь там какой-то телефон там за 10, за 15 тысяч рублей. Ты ощущаешь телефон, ну, уже там за тысяч примерно 30. И он так прям сделан качественно. Особенно загнутый дисплей подчеркивает эту дороговизну телефона. Всякие пленки, защитные стекла, до свидания. Смартфон также выпускался в 3 цветах: Midnight Black, Glass White, Nebula Purple. Или, проще говоря, черный, белый, Purple. Носители английского языка заранее извините. Дисплей здесь AMOLED с Full HD разрешением. Приятная новость для тех, кто не любит AMOLED. Здесь есть 10 имен. В сторонних прошивках, конечно, не уверен, но в MIUI точно она есть. Переходим к следующему пункту. Ну вот хорошо, мы купили телефон там с БУ и включаем телефон и понимаем, что он не лагает. Я вот даже на фон могу поставить фрагменты, где я подснимал, как он работает. Вы можете видеть, что несмотря на 25 кадров, он не лагает. Мы это проверяли на MIUI 12.4, если ничего не путаю. Не знаю, как будет на MIUI 13. И передаю при этом челу, который все время: мне все мелси лагает, мне помогите, мне ничего не загружается. Короче, чел, обновляйся на Mi Note 10 Lite, прям будет хорошо. Пушка, бомба, кинодел. Новый поток курса, курс. То есть вы поймите правильно, MIUI настолько тяжелая оболочка, что ее не тянут порой даже флагманы. Красота, работает нормально. Нет, ну здесь же 845 стоит. Работает быстро, 120 Гц тоже есть, но все равно фризы какие-то при первой настройке сильно зависнут. Классика для Xiaomi. Хотя вроде был похожий телефон у моего товарища. Это Redmi Note 9S. И он столько сильно лагает. Тыкаешь на экран домой, он с какими-то фризами воспроизводит анимацию. Там все прям фриз на фризе. По сравнению с Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9S, ну столько вот кусок говна в плане оптимизации. А вот на Mi Note 10 Lite все здесь работает нормально и пользоваться на MIUI можно. Хотя не сказать, чтобы процессоры сильно отличались. У Redmi Note 9S это Snapdragon 720G, а у Mi Note 10 Lite это Snapdragon 730G. Тем более, что графические процессоры одинаковые, это Adreno 618. Но такая большая разница в работе, которую можно объяснить разве что кривожопостью прошивки MIUI. Не обязательно его прошивать там на Pixel, на AOSP, Android. Хотя мы, конечно, пробовали прошить его на кастомную прошивку, но у нас не получилось. Каким-то хитрым образом заблокирован загрузчик и такой: чё? Как ты заблокирован? Я не понимаю. Ладно, короче, не суть важно. Под Xiaomi Mi Note 10 Lite есть все-таки прошивка, и вы можете там поменять прошивку, если MIUI надоест.
автономность. Несмотря на то, что этот телефон уже был в БУ, он держал ровно сутки. То есть, покупая телефон с Авито или Юлы, вы можете рассчитывать примерно на день использования. Но опять же все зависит от сценариев использования, да и батарея не успеет за год после выпуска износиться. Это не так же, как с айфонами. Покупаешь iPhone, а он работает там максимум 3 часа, и все, и типа уже на зарядку, либо на Powerbank. Переходим к тесту фотовозможностей. Несмотря на то, что он рекламировался как урезанная модель Xiaomi Mi Note 10 со 108-мегапиксельным модулем, у него камера говно. Лютый кал. Даже если ставить Google камеру. Google камера, она вообще не спасает положение. Снимки для обзора были взяты из сторонних ресурсов, так как исходники фоток были утеряны. 64 мегапикселя в дневных условиях превращают фотку в акварельное нечто. Не буду сильно зацикливаться на снимках при дневном освещении, а перейдем к снимкам в вечерних условиях освещения. Обычный режим выдает мыльную, нечеткую картинку, благо ночной режим спасает положение. Как только света становится больше, ночной режим уступает снимку на 64 мегапикселя, но последний не сильно отличается от обычного 16-мегапиксельного режима. По итогу камера лучше, чем в Galaxy A41, но Redmi Note 7 будет получше. Почему бы не взять там камеру от Redmi Note 7? Нет, надо вставить мыльную на 64 мегапикселя, и все, и нормально, пойдет. Короче, они купят. Так что вроде смотришь, урезанная модель камерафона, поэтому вроде как будет нормально с камерой, а вот шиш вам. Нормальный камерафон, только если там брать какой-нибудь другой телефон, но только не Mi Note 10 Lite. Если вы хотите просто там делать чисто фотки для себя, то, конечно, камера пойдет. Если вы хотите сусветочки делать, то берите другой телефон. Да и тем более, если там берете под Instagram, конечно, берите iPhone, потому что на iPhone там лучше алгоритмы сжатия. Вообще лучше берите камеры. Это как бы лучший совет. Берите камеры. Не ошибетесь. Только бабла куча но все равно. Переходим к итогам. Вывод. У Xiaomi не всегда получается сделать нормальные телефоны, как в случае с Redmi Note 9S, как в случае с Redmi Note 10, но у них в случае с Mi Note 10 Lite получилось. Его можно рассматривать как замену текущим Redmi Note 10, Redmi Note 10 Lite, или я уже даже не знаю, какой там у них Xiaomi, потому что он единственный Xiaomi, который на своей MIUI прошивке багованный, глючный, он не лагает. Это какой-то прям магия, это какая-то феерия. Просто какой-то фейерверк восприятия. Купите другой телефон Xiaomi, он у вас будет лагать, тормозить, и вы будете постоянно хотеть там, ой, блин, что я купил этот телефон, надо было что-то другое брать, или брать iPhone 7 Plus, например. Вы будете от этого страдать. А здесь вы не будете от этого страдать. Даже фиг с ним, с тем, что у него камера говно. Даже фиг с ним, что там он будет изношенным. Но сам факт, он единственный телефон на MIUI, который не лагает, который можно смело рекомендовать к покупке. Даже на БУ рынке. Ну а с вами был я, Василий, на канале Hugeek. Подписывайтесь на этот канал, оценивайте, распространяйте. Всем пока.